Увидев слезы на лице человека и горе в глазах собаки, ветеринар сделал именно то, что должен был. Говорят, что счастье не измеряется деньгами, но порой именно они, деньги, решают, как сложится наша судьба. Пожилой мужчина с трудом сводил концы с концами, и когда врачи озвучили стоимость лечения его собаки, он понял, что не может себе этого позволить. В кабинете ветеринара, кроме врача, находился пожилой мужчина и старая собака. Все трое сохраняли молчание, посетитель лишь рассеянно гладил свою собаку и тихонько всхлипывал. Тишину кабинета нарушали лишь горькие вздохи мужчины, который никак не мог принять необходимость расставания с другом и беззвучно плакал. Ветеринар Андрей Александрович хоть и опыт работы имел небольшой, но уже не раз видел такую реакцию людей, которым приходилось усыплять своих питомцев. Врач понимал, что для человека домашнее животное становится другом, поэтому слезы у своих посетителей считал абсолютно естественной реакцией. Тем не менее, этот случай казался ему особенным. Врач вспомнил, как 3 дня назад мужчина с собакой пришли к нему впервые. Мужчина был пожилым и немногословным, его собака Найда, 9-летняя дворняга, которая уже несколько дней не поднималась на лапы. Хозяина животного такое поведение напугало, поэтому он принес собаку на срочный прием. В ходе разговора с ветеринаром мужчина сказал, что Найда – единственная живая душа, которая у него осталась. Осмотр выявил у собаки серьезную инфекцию, лечить ее нужно было срочно, но препараты и процедуры стоили недешево. Если не оказать собаке помощь, то инфекция продолжит распространяться и приведет к тяжелой и мучительной смерти пса. Врач поставил перед мужчиной альтернативу – лечение или усыпить. Один из этих вариантов позволит собаке избежать боли и мучений. Свое предложение Андрей Александрович сделал очень сухо, не подумав, как его слова будут восприняты посетителем. После вердикта врача, мужчина положил на стол деньги, пару помятых купюр, дрожащими руками взял собаку и ушел. Мужчина со своим другом появились на пороге клиники спустя 3 дня. «Извините, я смог собрать деньги только на усыпление, чтобы она не мучилась», — сказал человек, не поднимая глаз от пола. Уже в кабинете мужчина попросил дать ему несколько минут, чтобы он мог проститься со своей подругой. Глядя на то, с какой болью эта пара прощается друг с другом, Андрей Александрович очень остро чувствовал несправедливость, царящую в мире. Иногда люди с деньгами вовсе не ценят жизнь, ни других людей, ни животных. Этот старик со своей дворнягой проявляли столь трепетные чувства, которые не купишь за деньги, но именно из-за отсутствия денег они и были вынуждены прощаться. Врач не смог сдержать охвативших его чувств, он подошел к мужчине и, положив руку ему на плечо, пообещал: «Я вылечу вашу собаку, не надо денег, я помогу за свой счет. У Найды в запасе есть еще пару лет, чтобы провести их с вами». Всего через 7 дней собака уже могла самостоятельно ходить и даже бегать. Капельницы и правильный уход позволили ей быстро справиться с болезнью. Ветеринар чувствовал настоящее удовлетворение от своей работы. Возможно, он совершил не самый значительный добрый поступок, но пожилому мужчине и его собаке он смог сохранить веру в людей и надежду на лучшее будущее. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.